Всем привет, друзья! Сегодня я хочу снова поделиться с вами рецептом приготовления зефира. На моем канале уже есть два видеорецепта, ссылку я оставлю в описании под этим видео, но этот зефир отличается тем, что в составе не будет яблочного пюре. Более того, зефир мы будем готовить по другой технологии. Подробности расскажу чуть позже, а вы пока не забудьте подписаться на мой канал. И начнем приготовление сиропа. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также в описании под этим видео я оставлю подробный список, и вы точно не запутаетесь. Готовить мы будем на ягодном пюре, поэтому возьмите любые ягоды, которые у вас есть, просто разморозьте и пробейте блендером. У вас должно получиться 100 грамм пюре. И, как всегда, перед тем, как мы начинаем готовить, подготавливаем насадку. Я использую насадку 868 фирмы Атеко. Так как я буду готовить зефир в виде ракушечек, мне нравится именно эта насадка. Но, как всегда, не обязательно покупать такую насадку. Берите любую, которая вам нравится, и отсаживайте зефир той формы, которая вам подходит. Насадку одеваем в кондитерский мешок, и затем кондитерский мешок надеваем на высокий стакан, например, на стакан от блендера или на вазу. Также готовим рабочую поверхность. У меня большая подложка и лист пергамента. И отставляем все в сторону. Начинаем варить сироп. Для сиропа смешиваем воду, сахар и агар-агар. Пюре в сироп мы добавим немножко позже. Вот такое красивое пюре получилось, просто я пробила ягоды блендером. Отправляем сотейник на средний огонь и доводим до кипения. Параллельно мы взбиваем белок. Нам понадобится 40 грамм белка и 40 грамм сахара. То есть у нас одновременно варится сироп и одновременно взбивается белок с сахаром. Сироп мы варим, постоянно помешивая, около 5 минут после закипания. Белок нужно взбить в крепкую пену, чтобы белок не растекался. Но сейчас в процессе приготовления я все покажу, так что не переживайте. Итак, когда закипел сироп, мы добавляем ягодное пюре. Сироп приобретает яркий цвет благодаря нашим сочным ягодам. И теперь, постоянно помешивая, засекаем 5 минут и варим сироп. Я не использую термометр, все делаю по минутам. Это более надежный способ, потому что градусники часто врут, показывают неверную температуру, и ориентироваться надо на свой опыт и на понимание того, как должен выглядеть готовый сироп. Наш белок продолжает взбиваться. Давайте посмотрим, что у нас получилось, как выглядит белок. Вот такой красивый плотный белок. Так как у меня был он всего один, всего 40 грамм, я еще немножко его добью, чтобы он еще крепче держал форму. Если же у вас нет планетарного миксера, то можете взбить белок ручным миксером. И на средних оборотах я добавляю готовый сироп. Скорость миксера можно увеличить до максимальной. И слишком медленно сироп не добавляйте, все-таки нужно уверенно его добавлять. И не переживайте, возможно, вам покажется, что масса стала слишком жидкой, что зефир не получится. На самом деле это другая технология приготовления зефира, не классическая. Поэтому это нормально, зефир так и должен выглядеть при такой технологии. Взбивать после добавления сиропа нужно еще минуту. И в процессе взбивания масса загустеет, и вы увидите, насколько плотной она становится. Конечно, она отличается внешне от классической технологии приготовления зефира. Эта масса более мягкая, податливая, не такая плотная. Но как раз таки после отсадки зефира, зефир по такой технологии получается плотнее, чем по классической технологии. Да, парадокс, но вот такая вот магия. Итак, быстро перекладываем зефир в кондитерский мешок. Я слегка закрепляю наш пергамент, чтобы он не ерзал.
по поверхности и отсаживаю зефир в форме вот таких ракушечек. Скорее всего, вы именно такой зефир видите в магазине, такой формы. Многие любят именно такую форму, это уже дело вкуса. Просто в этот раз я захотела показать вам именно такую форму зефира. Но даже если вы используете такую насадку, можно закрутить зефир так, как вам нравится, хоть по кругу, и вы всегда будете получать свою уникальную форму зефира. Оставшийся зефир я снова перекладываю в кондитерский мешок. Не забывайте, что работать нужно очень быстро, потому как зефирная масса быстро застывает. Забыла уточнить, что агар-агар мы используем с силой геля 900. Если у вас есть другой агар-агар, в котором вы уверены, то просто пересчитайте количество агар-агара на ту силу, которая у вас есть. И посмотрите, какой красивый пухленький зефирчик получился. Теперь мы оставляем его сохнуть при комнатной температуре на 15-20 часов в зависимости от влажности в помещении. У меня ушло на высыхание зефира 15 часов. Посмотрите, как проверить зефир. Он абсолютно не прилипает, не оставляет следов на пальце. И посмотрите, какие усилия я прилагаю для того, чтобы отделить зефир от пергамента. Это значит, что он сухой. Посмотрите, на донышке нет влаги, значит, он хорошо просох и прекрасно будет себя вести после припудривания сахарной пудрой. Соединяем две половинки и посмотрите, какая красота получается. Как видите, он не липнет к рукам, но это не значит, что не нужно его припылять сахарной пудрой. У меня здесь готовая сахарная пудра. Я соединяю половинки зефира и просто обваливаю его в пудре. Это не самый приятный процесс, но кому-то может он и нравится. Для меня это довольно монотонно. Придется весь зефир притрусить сахарной пудрой. Так что наберитесь терпения. Следите, чтобы зефир со всех сторон был присыпан пудрой, иначе в процессе хранения он может либо выделить влагу, либо засохнуть. В общем, приятного будет мало. Поэтому внимательно контролируем процесс, чтобы каждая зефирка у нас была притрушена сахарной пудрой. Храним зефир в герметичном контейнере, желательно, чтобы там была вакуумная крышка, либо же в плотном контейнере, который плотно закрывается. И также свой зефир я храню в холодильнике. После холодильника он мне нравится даже больше, он такой холодненький, похож на мороженое. Детям, кстати, тоже очень нравится холодный зефир. Но смотрите, как вам нравится, попробуйте и тот, и другой вариант. Давайте теперь посмотрим, как выглядит зефир в разрезе, точнее в разломе. Вы только посмотрите, насколько плотный получился зефир и какой он пружинистый. Именно так выглядит настоящий зефир. И да, он гораздо плотнее, чем зефир по классической технологии, то есть когда зефир мы добавляем сразу к белку. И еще спешу вас предостеречь, не каждые фрукты подходят для приготовления зефира по заварной технологии. Лучше напишите в комментариях ваши вопросы, и я подскажу вам, чем могу. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!